Больница Мейплвуд General Hospital считалась эталоном медицинского мастерства в оживленном городе Лэнгстон. Благодаря современному оборудованию и высококвалифицированному персоналу она стала одним из лучших медицинских учреждений в регионе. Однако за блестящим фасадом профессионализма скрывалась глубоко укоренившаяся культура предрассудков и неравенства, которая редко проявлялась. Когда Камилла Джонсон, молодая и амбициозная чернокожая медсестра, присоединилась к команде, она была полна надежд и волнения. Она много лет упорно трудилась, чтобы получить диплом медсестры, преодолевая бесчисленные препятствия, чтобы осуществить свою мечту — помогать другим. Но с того момента, как она поступила в Мейплвуд, Камилла столкнулась с затаенной враждебностью, которая угрожала разрушить ее карьеру еще до того, как она началась. Первый день Камиллы в Мейплвуде был далеко не самым приятным. Когда она шла по чистым коридорам, ее шаги эхом отдавались от полированных полов. Она замечала, как коллеги перешептываются у нее за спиной. Некоторые вообще избегали ее, в то время как другие коротко кивали и бросали скептические взгляды. Во время инструктажа старшая медсестра едва обратила на нее внимание. «Вот ваше расписание», — сказала старшая медсестра, не поднимая глаз, пододвигая к ней планшет с записями. «Постарайтесь не отставать». Камилла взяла планшет твердой рукой, а в голове у нее эхом звучал голос матери. «Не позволяйте никому унижать вас, вы заслужили свое место». Не желая, чтобы холодный прием испортил ей настроение, она решила проявить себя упорным трудом и преданностью своему делу. Настоящие трудности начались, когда Камиллу познакомили с доктором Чарльзом Грантом, одним из самых старших и уважаемых врачей больницы. Известный своими хирургическими знаниями, доктор Грант был также известен своим пренебрежительным отношением к тем, кого он считал недостойными. С самой первой их встречи стало ясно, что он мало верит в Камиллу. «Хорошо, это место не для новичков», — сказал доктор Грант, оглядывая ее с ног до головы. «Надеюсь, вы справитесь». Камилла стиснула зубы, но не позволила его словам вывести ее из себя. «Я здесь для того, чтобы сделать все возможное для пациентов, доктор Грант», — ровным голосом ответила она. Ее спокойный ответ, казалось, еще больше разозлил его. В течение следующих нескольких недель доктор Грант тщательно изучал каждое ее движение, выискивая ошибки. Несмотря на ее безупречную работу, он никогда не упускал возможности унизить ее перед коллегами. Камилла быстро поняла, что пренебрежение доктора Гранта было лишь частью проблемы. Другие сотрудники относились к ней с таким же неуважением, часто отпуская бестактные замечания или ставя под сомнение ее способности. Однажды она подслушала, как две медсестры сплетничали в комнате отдыха. «Как ее вообще сюда взяли?» Одна из медсестер спросила со скептицизмом в голосе. «Вы думаете, это какая-то квота на разнообразие?» Камилла сжала кулаки, гнев и обида бурлили в ней. Предубеждение. В тот вечер она позвонила матери, и ее голос дрожал, когда она рассказывала о событиях этого дня. «Камилла», — твердо сказала ее мать, — «ты сталкивалась и с худшим, чем это. Помни, зачем ты здесь. Ты заслужила свое место. Не позволяй им отнять это у тебя». Неизменная поддержка матери укрепила ее решимость.
Камилла решила, что не позволит их предубеждениям влиять на нее. Она была здесь, чтобы изменить ситуацию, и не собиралась отступать. Одним из самых сложных заданий для Камиллы стал мистер Митчелл, пожилой пациент, известный своими откровенно расистскими взглядами. С того момента, как Камилла вошла в палату, его враждебность стала очевидной. «Мне не нужна помощь от таких, как ты», — усмехнулся он, и его голос сочился презрением. Камилла глубоко вздохнула, заставляя себя сохранять спокойствие. «Я здесь для того, чтобы обеспечить вам наилучший уход, мистер Митчелл», — ровным голосом произнесла она, продолжая выполнять свои обязанности, несмотря на его постоянные оскорбления. Доктор Грант, наблюдая за ситуацией, снисходительно заметил: «Впечатляет, как ты справляешься с этим», — сказал он с нотками насмешки в голосе. Терпение Камиллы было на пределе, но она не позволила своему профессионализму поколебаться. Она знала, что ее сила заключается в способности подняться над враждебностью и сосредоточиться на том, что действительно важно, на благополучии ее пациентов. Все изменилось с приходом Джонатана Эллиса, мужчины чуть за 50, с мягким голосом, который поступил на обычную процедуру. В отличие от других, Джонатан относился к Камилле с неподдельной добротой и уважением. Он расспрашивал о ее работе, методах и даже стремлениях, проявляя интерес, который мало кто проявлял в Мейплвуде. Однажды днем, когда Камилла ставила Джонатану капельницу, он заметил, как напряжены ее плечи. «Вы очень искусны», — сказал он с теплой улыбкой. «Не позволяйте никому заставить вас сомневаться в этом». Его слова, простые, но искренние, вызвали слезы на глазах Камиллы. Впервые за несколько недель она почувствовала, что ее видят и ценят. Самый унизительный момент для Камиллы наступил во время напряженного утра в отделении интенсивной терапии. Доктор Грант публично отчитал ее за незначительную оплошность, обвинив в некомпетентности перед всей командой. «Вам повезло, что мы вас еще не отпустили», — холодно сказал он. «У меня нет времени нянчиться с детьми». В комнате воцарилась тишина. Все уставились на Камиллу, которая пыталась сдержать слезы. Как только она собралась ответить, в напряженной обстановке раздался голос: «Достаточно, доктор Грант». Все головы повернулись к Джонатану Эллису, который стоял в дверях со спокойным, но властным выражением лица. «Доктор Грант, я не позволю вам так обращаться с персоналом, особенно если это явно связано с предвзятостью». В комнате воцарилась тишина. Камилла уставилась на Джонатана, ее сердце бешено колотилось. Кто был этот человек? «Я Джонатан Эллис», — продолжил он ровным голосом, «генеральный директор Эллис Healthcare Systems и главный донор этой больницы. Я повидал достаточно, чтобы понять, что необходимо что-то менять, начиная с вас». Доктор Грант был немедленно отправлен в административный отпуск, и было начато расследование дискриминационной практики Мейплвуда. Камилла, когда-то находившаяся в изоляции, стала центральной фигурой в преобразовании больницы. При поддержке Джонатана она была назначена руководителем нового комитета по разнообразию и инклюзивности, задачей которого является формирование культуры уважения и равноправия. Камилла подошла к своей новой роли с той же решимостью, которая помогала ей пережить самые мрачные моменты в ее карьере. Она организовывала семинары,
внедряла политику защиты персонала от дискриминации и поощряла открытый диалог. Медленно, но верно культура в Мейплвуде начала меняться. Под руководством Камиллы Мейплвуд стал образцом инклюзивности. Сотрудники, которые когда-то игнорировали ее, теперь обращались к ней за советом. Пациенты, такие как мистер Митчелл, который когда-то проявлял пренебрежение, приносили искренние извинения. «Сестра Джонсон», — сказал однажды мистер Митчелл дрожащим голосом, — «я ошибался на ваш счет. Спасибо вам за заботу обо мне». Камилла улыбнулась, и ее сердце наполнилось гордостью. «Я просто выполняю свою работу, мистер Митчелл». Перемены в Мейплвудской больнице общего профиля произошли не за одну ночь и не без сопротивления. Руководство Камиллы Джонсон стало краеугольным камнем революции, которая превратила больницу из места разделения в символ единства и прогресса. Когда в больнице начались изменения, Камилла взяла на себя ответственность за то, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя услышанным. Она регулярно проводила форумы, на которых сотрудники могли поделиться своим опытом и опасениями, не опасаясь возмездия. Впервые сотрудники, которые годами терпели предрассудки, смогли открыто высказаться. Камилла внимательно слушала, документируя каждую историю и используя их в качестве доказательств для обоснования более всеобъемлющей политики. Одной из ее первых инициатив стало введение обязательного обучения разнообразию для всех сотрудников. Эти занятия были задуманы не как карательные меры, а как возможности для роста и взаимопонимания. Камилла работала в тесном сотрудничестве с профессионалами над созданием семинаров, посвященных неосознанной предвзятости, влиянию системной дискриминации и важности эмпатии в здравоохранении. Сопротивление было неизбежным. Небольшая группа старших сотрудников отказалась, заявив, что изменения нарушили традицию больницы добиваться совершенства. Камилла напрямую обратилась к их проблемам. «Традиции никогда не должны нарушаться в ущерб уважению», сказала она им во время встречи. «Совершенство — это не поддержание статус-кво, это стремление работать лучше для наших пациентов, друг для друга и для будущего». Один особенно трогательный момент наступил, когда Камилла внедрила систему анонимной обратной связи. В течение нескольких недель она получила сотни обращений, историй о микроагрессии, дискриминационных замечаниях и пропущенных вкладах. Но среди жалоб были и сообщения с благодарностью и надеждой. Сотрудники писали о том, как новая культура позволила им впервые почувствовать, что их ценят. Некоторые даже поделились тем, как они научились противостоять собственным предубеждениям и относиться к своим коллегам с вновь обретенным уважением. Камилла также возглавляла программы наставничества, объединяя опытных медицинских работников с новыми сотрудниками для укрепления сотрудничества и взаимопонимания. Она считала, что обмен знаниями является ключом к наведению мостов между сотрудниками с разным опытом работы. Эти программы не только улучшили командную работу, но и создали атмосферу, в которой каждый чувствовал, что может внести свой вклад. Под руководством Камиллы в Мейплвуд также были запущены инициативы по улучшению ухода за пациентами. Понимая, что пациенты тоже подвержены системным предубеждениям, она работала над тем, чтобы политика больницы способствовала справедливому лечению для всех.
Это включало пересмотр процедур приема, повышение уровня культурной компетентности и налаживание партнерских отношений с общественными организациями для улучшения обслуживания маргинализированных групп населения. Джонатан Эллис оставался верным союзником на протяжении всей этой трансформации. Его влияние в качестве генерального директора Ellis Healthcare Systems придало уверенности в изменениях, а его финансовая поддержка позволила Камилле реализовать свои идеи без бюджетных ограничений. Вместе они провели серию конференций, чтобы поделиться историей успеха Мейплвуд с другими учреждениями. Больницы со всей страны начали обращаться к Камилле за советом о том, как добиться аналогичных изменений в своих собственных организациях. К концу первого года работы Камиллы в качестве главы Комитета по разнообразию и инклюзивности ее работа привлекла внимание всей страны. Больница Мейплвудского общего профиля больше не была просто местом, где можно добиться высокого медицинского мастерства и опыта. Она стала символом того, что возможно, когда смелость и решительность сочетаются с возможностями. История Камиллы — свидетельство силы упорства, смелости и борьбы за равенство. Она смело встретила невзгоды, превратив культуру предрассудков в культуру уважения и инклюзивности. Ее путешествие напоминает всем нам о том, что даже перед лицом серьезных испытаний у нас есть силы для осуществления значимых изменений. Если эта история вдохновила вас, поделитесь ею с кем-нибудь, кому, возможно, нужно напоминание о собственной силе. Вместе мы сможем построить мир, в котором ко всем будут относиться с достоинством и уважением. Спасибо, что присоединились к нам сегодня, и помните об этом. Борьба за равенство начинается с каждого из нас. До следующего раза будьте осторожны. Стойте прямо и никогда не переставайте верить в силу справедливости и доброты.